Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. На одной из трансляций Тэхён просто взял и послал поцелуй Чонгуку. Девятое место. Он держался из последних сил. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Люди Тэхёна одобрили отношения Вигу. Кто следит за Чонгуком ради Тэхёна?» Разбираем доказательства. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Седьмое место. Любимое занятие Чонгука на общих эфирах – разглядывать на экране Тэхёна и сворачивать на него шею. Шестое место. Поведение пары. Любить – это считать кого-то милым. И чем больше ты влюблен, тем милее для тебя становится человек. Они самая красивая пара в мире. Пятое место. Самая любимая вещь Тэхёна – жамкать щечки Чонгука. Четвертое место. Забота. Безмолвная забота – одно из самых красивых проявлений любви.
Третье место. Новости. Обновление Elle Japan. Обложка специального весеннего выпуска журнала Elle 2026 года с участием Чонгука уже опубликована. Эта историческая фотосессия следует по стопам Габриэль Шанель, а также его любимым ароматом Шанель. Откровенное интервью, записанное в особом месте, обязательно к прочтению. Тэхён на большом экране – отдельный вид искусств. Обновление Weverse. Откройте для себя разные грани таланта артиста Ви и личности Ким Тэхёна, который не поддается никакому однозначному определению. От первоначального планирования до финальной съемки Ви принимал непосредственное участие в каждом этапе создания фотобука Type. Погрузитесь в его видение и глубокое чувство искусства. Изучите разнообразные интерпретации и концепции, которые ломают стереотипы, чтобы ощутить неограниченную, или скорее непостоянную натуру Ви, который продолжает расширять свои горизонты как художник. Просто потому, что Тэхён – лучший человечек на планете. Самый удивительный и неординарный. Согласно национальному отчету о международном имидже Республики Корея за 2025 год, подготовленному Министерством культуры Южной Кореи, Чонгук вошел в число ключевых фигур, формирующих позитивный образ страны на мировой арене. Первое место принадлежит по праву группе. Важно отметить, в отчете позиция номер 5 – это не конкретный человек, а обобщенная, коллективная категория. Она оформлена как отдельная ранговая строка, условная ячейка рейтинга, а не как список имен. То есть Чонгук фактически занимает 5-е место в общем рейтинге. Исследование охватывает представителей самых разных сфер, от артистов и спортсменов до политиков и локальных инфлюенсеров, и основано на опросе, проведенном в 26 странах мира в октябре 2025 года. Этот результат подчеркивает не только влияние Чонгука как участник группы, но и его личное, глобальное, когда Чонгук воспринимается как самостоятельная фигура, формирующая образ страны за ее пределами. Подойти к нему, чтобы сделать сердечко. Тэхён на Weverse. Фанатка написала Тэхёну: «Поскольку я очень хотела, чтобы твое прекрасно натренированное, потрясающее тело обязательно было запечатлено в фотобуке. Я правда очень счастлив. Ты оказался гораздо более мускулистым, чем я себе представляла, невероятно крутой. Мой фотобук еще даже не был отправлен, но я уже очень его жду. Я хочу услышать как можно больше разных историй об этом фотобуке». Тэхён, я скучаю по тебе. Ответ Тэхёна:
В то время, когда я снимался для этого, прошло совсем немного времени после моей демобилизации, и это был период моей жизни, когда мое тело автоматически принимало положение смирно, отдавало честь. В последнее время мне кажется, что я люблю свою пижаму больше, чем боевую форму. Сейчас я пацифист, то есть нахожусь в режиме полного, абсолютного стремления к миру во всем мире. Он слишком горяч. Обновление Instagram Rolling Stone Japan. Вопрос. Были ли у вас какие-то особые впечатления от общения с фанатами в Японии? Ответ Чангука. Японские армии были немного стеснительными. Они так громко аплодировали, а потом внезапно замолкали. Вновь громко аплодировали, а потом снова внезапно замолкали. Этот ритм был таким уникальным и действительно особенным для меня. Вопрос. Что из ваших впечатлений от Японии запомнилось больше всего? Ответ. Конечно, как всегда, концерты и встречи с армией незабываемы, это всегда на первом месте. Но лично мне нравится холод, и я люблю японскую еду. Недавно я был в Саппоро. Я пил разливное пиво и ел суп. Это было потрясающе. Вопрос. Как вы настраиваетесь перед выходом на сцену? Ответ. Перед выходом на сцену, конечно, я нервничаю. Но я стараюсь сначала насладиться этим. Даже если я сфальшивлю ноту или запнусь, отбросив все это в сторону, я говорю себе, получай удовольствие. Еще один важный для меня момент – это, как некоторые говорят, внешность. Выражение лица, одежда, но я не очень хорошо справляюсь с многозадачностью. Для меня важны только две вещи – пение и танцы. Все остальное меня не особо заботит. Даже если мое лицо не идеально. Это мое настоящее лицо. Поэтому, за исключением этих двух вещей, я отключаюсь от всего остального, потому что мне нужно выложиться на полную. Люди пришли посмотреть шоу. Качество важнее всего. Для меня, как для исполнителя и певца, это самое главное. Вопрос. Что вдохновляет тебя в последнее время? Ответ. То, что вдохновляет меня сейчас. Вдохновение? Вообще, я не уверен, что являюсь человеком, который вдохновляется. Я очень реалистичен, поэтому мне интересно наблюдать за тем, как люди вдохновляются мелочами. Для меня дело не столько во вдохновении, сколько в том, о чем я думаю, на чем сосредоточен. Не знаю. Скорее это о том, что мне не безразлично. А для меня это апму, затем мое окружение и вещи, к которым меня естественно тянет. С этого всего я и черпаю вдохновение. Вопрос. Какими видами спорта ты увлекаешься в последнее время? Ответ. В последнее время я увлекся бегом, тренировками, бадминтоном, снова начал практиковать боулинг. Сейчас я много занимаюсь спортом, ну и, конечно, пением и танцами. Я всегда стремился к тому, чтобы хорошо владеть этими навыками, поэтому стабильно практикуюсь. Что еще? Думаю, на этом все. Его идеальные мужские руки созданы для брутальных часов. По Упаноут Тайван в Instagram. Этот айдол широко известен в сети как гений красоты, воплощающий эстетические стандарты фандома. Тэхён неоднократно признавался самым красивым мужчиной в мире.
Его внешность настолько поразительна, что кажется, будто в него вложены компьютерные спецэффекты, и его невозможно игнорировать с первого взгляда. Высокий нос, длинные и глубоко посаженные глаза в сочетании с его уникальной меланхоличной аурой артиста на протяжении многих лет неизменно удерживают его в числе лучших мужчин мира. Очарование Тэхёна заключается не только в его выдающейся внешности, но и в таинственной ауре, которую он излучает каждым жестом, всегда привлекая к себе внимание. То, каким он был 10 лет назад. BTS предположительно исполнит песню «Arirang» на площади Кванхвамон, тем самым продвинув вперед свой концерт возвращения. К СМИ пишут, сообщается, что участники рассматривают площадь Кванхвамон в Сеуле в качестве места для своего первого выступления после возвращения на сцену. Агентство Hype, представляющее BTS, выбрало площадь Кванхвамон в качестве приоритетного места для придания особого значения возвращению группы. Они подали заявку на разрешение использовать площадь дворца Кёнбокун и территорию ворот Санимун и в настоящее время ведут переговоры с соответствующими организациями, включая правительство Сеула, полицию и Управление по охране культурного наследия. Управление по охране культурного наследия подало запрос на разрешение использовать и снимать территорию дворца Кёнбокун и территорию ворот Санимун. Комитет по культурному наследию рассмотрит этот вопрос в 20 числа. Это невероятный масштаб. Дворец Кёнбокун и прилегающие объекты – это не просто исторические достопримечательности. Это буквально квинтэссенция корейской культуры. Это главный королевский дворец династии Чосон, которая составляет основной исторический вес в формировании корейской нации в целом. Более 500 лет там проводились церемонии на уровне страны, проводились дипломатические встречи, принимались решения и подписывались документы государственного масштаба. Это очень важно и ценно и для группы, и для страны. Уважение. Вы тоже влюблены в его улыбку? Согласно юнгианской психологии и Ницше, проглотить жабу или лягушку означает проглотить самое низшее в себе, принятие тени в юнгианском смысле. В юнгианской психологии быть проглоченным жабой символизирует интеграцию тени, принятие самых низких, наиболее презираемых или вытесненных частей самого себя, что необходимо для личностного роста и трансформации. Таким образом, проглотить лягушку является отсылкой к принятию собственной неполноценности, а именно тени. Это оказывает очеловечивающее воздействие на психику, поскольку мы учимся тому, что не стоим выше самих себя, когда презираем собственную неполноценность. Мы становимся целостными лишь тогда, когда интегрируем самое низкое в себе, те эмоции, которые обычно отталкиваются и осуждаются. Юнг отмечает, первая попытка природы – создать нечто подобное человеку, поэтому они являются символами человеческой трансформации. Они раскрывают трансформирующие качества, проходя метаморфозу от водных головастиков к взрослым земноводным. Мы вспоминаем сказку «Принц-лягушка», которая является историей трансформации. То, что начиналось как низшая лягушка, будучи принято, стало принцем. Осознать это означает просветить лягушку в себе, ее потенциал.
и тем самым превратить то, что когда-то было оставлено в грязи, в нечто, вознесенное к новой звезде, к которой мы тянемся. Реальность переворачивается. И то, что было внизу, становится наполненным звездами. Я обожаю видеть их ревность. На выставке в Freeze House Сеул представлена гигантская фотография Тэхёна, которая на самом деле служит доской для сообщений. Посетители могут оставлять свои послания для Тэхёна прямо на этом изображении. Посетителям выставки V-Type посетителям выдают небольшие листочки с номерами. На них можно оставить свои пожелания для Тэхёна, а затем прикрепить их к одному из номеров на фотодоске. Тэхён, нужно было обратить внимание и на Чонгука. Инфаркт из-за его мышц теперь ловим и мы. Президент Мексики назвал концерт BTS в Мехико историческим. И концерт в Мексике запланирован на май этого года. На последней пресс-конференции президент Мексики Клаудия Шейнбаум рассказала об их концерте в Мехико. Она отметила, что данное событие – это то, чего долго ждали молодые мексиканцы, и выразила радость по поводу его проведения, назвав его эпохальным. Федеральная комиссия по защите прав потребителей Мексики сообщила, что за последние дни к ним поступило свыше 4000 обращений от граждан, недовольных организацией концертов. Жалобы касались распределения мест, цен и отсутствия прозрачности в информации о сборах. Комиссия обратилась к билетным агентам с требованием предоставить ясные данные о стоимости билетов, схеме рассадки и правилах продажи. Чонгук и Тэхён на каждом концерте. Хадсон Уильямс упомянул BTS наряду с The Beatles в качестве примера того, насколько ошеломляющей может быть слава такого масштаба. Когда видишь The Beatles или BTS, возникает ощущение, что перед тобой не просто обычный человек, а некий недосягаемый небожитель, знаменитость. Я сочувствовал им, но до сих пор не мог в полной мере понять, через что они проходят. И сейчас я им очень сочувствую, потому что это непросто. Папарацци, люди постоянно требуют что-то подписать, сделать то, сделать это. Потому что, да, приятно, когда люди восхищаются твоей работой, но иногда ты оказываешься в таких местах, где, казалось бы, тебя никто не найдет, но тебя все равно отводят в сторону, чтобы сфотографироваться или что-то подписать. Обед прерывают, нужно выглядеть хорошо, потому что нельзя просто выйти в спортивных штанах, как раньше, выглядеть плохо. Каждое мгновение, каждый его жест становится шедевром.
Название на корейском языке Silver Spoon Бэйпсей основано на южнокорейской пословице, которая гласит: «Если корейские вороны подражают аисту, у них сломаются ноги». Это означает, что если вы слишком стараетесь подражать кому-то лучше себя, чтобы казаться выше того, кем вы являетесь, вы только усложните себе жизнь. В этой пословице ворона с короткими лапами представляет кого-то, родившегося в низком социальном положении, без богатства и влияния, а аист с длинными лапами представляет кого-то, родившегося в высоком социальном положении. История Южной Кореи содержит много классового мышления, и это социальная проблема, с которой страна до сих пор борется. Общая идея пословицы о вороне и аисте заключается в том, что вы принадлежите к классу, в котором родились, и что это крайняя наглость, когда кто-то из низшего класса пытается достичь чего-то, что не является его и не принадлежит ему. Английское название этой песни «Silver Spoon» относится к так называемой теории классовой ложки. Это основано на английской пословице «родиться с серебряной ложкой во рту», и это еще одна аналогия примерно того же, что и аналогия ворона и аиста. Те, кто рождаются с серебряной или золотой ложкой, это аисты, рожденные в богатстве или влиянии, а те, у кого грязная ложка, это вороны. В этой песне BTS выступают в защиту всех новых поколений, появившихся на свет. Потому что мир пережил огромный экономический бум и быстрое развитие в 70-х и 80-х годах, но этот пузырь быстрого экономического роста давно лопнул. В результате многие молодые люди сегодня борются за то, чтобы найти работу, и из-за завышенных цен на жилье, высоких студенческих кредитов и высокого уровня жизни даже те, кто находит работу, могут испытывать трудности с выживанием. Однако часть старшего поколения придерживаются поверхностного мнения, что если бы молодое поколение перестало быть ленивым и просто работало усерднее, у них не было бы этих проблем. Готовы ли вы к огню и страсти, которые Чангук и Тэхён разожгут в туре? Маленькие тайны, большие желания и море искрящихся моментов – все это уже совсем скоро. Не пропустите, будет жарко. Без комментариев, просто как всегда делаем выводы. Второе место. Это так интимно. Вернемся в то время, когда Чангук нежно прижимается лбом к лбу Тэхёна во время выступления. Хочу вам сказать, что у Чангука жесткий кин на усы Тэхёна. Первое место. Все участники смотрят в камеру, кроме Тэхёна. Тэхён смотрит на Чангука.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения,